Всем привет, мои дорогие друзья, и рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мне захотелось сделать дракона, у которого двигаются ушки. Дракона будут звать Ядовитый Плющ. Для начала мы с вами сделаем заготовки верхней и нижней челюсти. Для этого нам нужно свернуть лист А4 в такие полосочки. Заготовка верхней челюсти должна быть толще нижней. Заготовка нижней челюсти должна быть короче верхней, поэтому я отрежу от нее лишний кусочек. Теперь нарисуем боковые части верхней челюсти. Складываю лист А4 пополам, беру заготовку верхней челюсти и обвожу ее простым карандашом. Придаю форму челюсти. Нарисую зубы. Нарисую имитацию шерсти. Нарисую нос. А теперь нарисую большие глаза. Внутри глаз мне захотелось нарисовать острые зубы. Теперь нарисуем окрас дракона. Нарисую веки дракону. Нарисую рог, который у дракона будет на носу. Детали крашу такими цветами, потом я их вырезаю и вторые стороны крашу точно так же. Только на второй стороне дракона глаз я нарисовала закрытым. По такой же технике нарисуем боковую часть нижней челюсти. Нарисую зубы. Нарисую имитацию шерсти. Не забываем нарисовать имитацию шерсти. Теперь отдельно нарисую зубы, потому что мне захотелось сделать зубы дракона внутренними, то есть, когда дракон будет открывать рот, зубы будет видно.
верхней челюсти нарисуем зубы. На нижней челюсти нарисуем маленький глаз. Нарисуем маленькие шипы. Детали разукрашиваю предыдущими цветами, вырезаю и вторую сторону крашу точно так же. А теперь нарисую верх и низ дракона, складываю лист А4 пополам, беру заготовки челюстей, приклеиваю их к листу бумаги и обвожу простым карандашом. Не забываем нарисовать бортики и язык. Детали крашу такими цветами, вырезаю, заворачиваю бортики и разрезаю пополам. Беру половинку листа А4 и заготовку верхней челюсти, которую мы только что нарисовали. Нам нужно ее обвести простым карандашом и сделать немного подлиннее. Нарисую бортики. Нарисую окрас дракона. Верх крашу предыдущими цветами, вырезаю и заворачиваю бортики. Теперь беру лист А4 и склеиваю его между собой. Начинаю рисовать прическу дракону. Прическу крашу зеленым оттенком. Ее вырезаю и заворачиваю бортики. Теперь нарисую уши дракону. Сразу же нарисую рога. Внутри ушей нарисую зубы.
закрашиваю такими цветами, вырезаю и вторые стороны крашу точно так же. Для того, чтобы сделать механизм с ушами, нам нужно частично собрать дракона. Сейчас нам нужно взять ненужный карандаш. Он нам нужен для того, чтобы сделать механизм для ушей. Делаем отверстие, куда нужно будет вставить карандаш. Вот так у нас должно получиться. А теперь просовываем карандаш, чтобы понять, какая длина нам нужна будет. Отмеряю лишний размер карандаша, и нам нужно будет его отрезать. Вот так у нас должно получиться. И теперь карандаш вставляем в челюсть. Вот в таком положении он должен находиться в челюсти. Возьмем маленькую полосочку бумаги, из нее мы сделаем колечко для пальца. И нам нужно будет приклеить ее на карандаш. Верх дракона нам нужно будет немного обрезать. С помощью клей-пистолета приклеиваем колечко на карандаш. А теперь кончиком карандаша приклеиваем наши уши. Таким образом, уши у дракона будут двигаться. Смотрите. С другой стороны тоже приклеиваем ушко. Двигающихся ушек готов. Продолжаем собирать дракона.
такой дракон ядовитый плющ на руку у меня получился. Напишите в комментариях, кого мне еще сделать в следующем видео. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Всем пока-пока!